Друзья, похоже, китайские автопроизводители бросили друг другу вызов – создать самый внушительный, самый мощный и самый брутальный внедорожник, который одним своим видом заставляет уступить дорогу. И знаете что? У Geely появился очень серьезный претендент на победу. Перед нами новый флагманский внедорожник Battleship 700, который своим видом производит впечатление машины, для которой отсутствие дорог не проблема, а приглашение к приключению. Помните эффектный концепт Galaxy Cruiser, который показали на шанхайском автосалоне 2025 года? Так вот, он практически без изменений добрался до конвейера. Но теперь это уже не выставочный макет и не дизайнерская фантазия, а вполне реальный серийный подключаемый гибрид, причем с такой отдачей, что некоторые суперкары могут посмотреть на него с легкой завистью. Официальная премьера новинки в Китае состоится в конце 2026 года, а затем внедорожник отправится покорять и зарубежные рынки, включая Великобританию. И пока до дебюта еще есть время, Geely решила подогреть интерес, опубликовав кадры испытаний и раскрыв несколько технических подробностей. И, честно говоря, возможности этого гиганта впечатляют. Производитель утверждает, что Battleship 700 одинаково уверенно чувствует себя и в глубоком броде. И на экстремальном 45-градусном подъеме длиной почти полкилометра посреди пустыни. Так что сегодня предлагаем поближе познакомиться с этим гибридным броненосцем и разобраться, заслуживает ли он титул нового властелина бездорожья, сначала в Китае, а затем, возможно, и во всем мире. Давайте посмотрим на него снаружи. И знаете что? 700-й будто специально создан для тех, кто скучает по настоящим брутальным внедорожникам. Никаких плавных линий и мыльных форм. Перед нами честный квадратный силуэт, словно привет из прошлого, но с очень современным содержанием. Передняя часть выглядит особенно выразительно. Основные фары спрятаны по бокам и словно смотрят на дорогу с хитрым прищуром. Добавьте сюда массивные бамперы, раздутые колесные арки и вертикальные задние фонари, состоящие из 3 квадратных секций, только усиливают ощущение настоящего рамного бойца. А на распашной двери багажника красуется запаска. Деталь, без которой образ серьезного внедорожника был бы просто неполным. И наверняка многие из вас уже заметили сходство с Land Rover Defender. Да, оно действительно есть. Но, как объяснил ранее глава дизайн-студии Geely, китайские компании пока только набираются опыта в создании подобных автомобилей, поэтому смотрят на мировые иконы жанра. При этом они не копируют их один в один, а стараются добавить собственный характер и свое видение. Но Battleship – это не только про олдскульную внешность. Посмотрите на крышу, там разместился лидар, а в передний бампер встроен радар миллиметрового диапазона. И это уже намек на совсем другой характер автомобиля. Он способен не только уверенно штурмовать грязь и камни, но и самостоятельно ориентироваться в пространстве, используя современные системы помощи водителю. Дополняют картину привычные дверные ручки и камера над стоп-сигналом, которая передает изображение на зеркало заднего вида. В итоге получается очень любопытное сочетание. Снаружи настоящий экспедиционный внедорожник, а внутри скрывается целый набор технологий, достойный современного премиального кроссовера. И, честно говоря, именно такой микс сегодня нравится покупателям больше всего. Габариты 700-го пока держат в секрете, но уже по первым кадрам видно, перед нами явно крупный и солидный внедорожник. Сзади установлена независимая многорычажная подвеска, а в арсенале, похоже, будет еще и адаптивная пневмоподвеска. Построен он на рамной архитектуре с жесткостью на кручение 40 тысяч ньютон-метра на градус. Под капотом у новинки параллельный гибрид, бензиновый мотор и 3 электродвигателя. 2 сзади и 1 спереди, и в итоге система выдает 1128 лошадиных сил. И вот что интересно, удельная мощность тут около 392 сил на тонну. Для сравнения, Jetour G700 от Chery держится на уровне 295, а BYD Yangwang U8 примерно 333 лошадиных сил на тонну. То есть Geely уверенно вырывается вперед по отдаче на массу. Если опираться на известные данные и простую математику, получается, что снаряженная масса здесь около 2880 килограммов. По сути, 700-й оказывается почти один в один на уровне Leopard 5 от BYD, который весит примерно 2890 килограммов.
У этого внедорожника есть аналог дифференциала на базе искусственного интеллекта. По сути, это узел с жидкостью внутри, который перераспределяет тягу. Если одно колесо буксует, момент тут же уходит на то, у которого есть сцепление. Но главная фишка Battleship не в мощности, а в том, как она контролируется. Здесь стоит продвинутая система динамики, благодаря которой машина спокойно проходит лосиный тест на скорости до 80 км в час. Плюс полный набор режимов. Он может сам переключаться между передним, задним и полным приводом. Есть и необычные функции – крабовый ход, разворот на месте, движение даже при проколе колеса и автоматический объезд препятствий. И это еще не все. Автомобиль берет броды до 800 мм и поддерживает спутниковую связь. Пока что полноценного интерьера серийного автомобиля Galaxy мы не видим. Ни фото, ни видео в открытом доступе нет. Но свежие кадры из ролика уже кое-что раскрывают. И главное, салон заметно упростили по сравнению с шоу-каром. Перед водителем теперь стоит отдельный и более крупный приборный экран, тогда как у концепта он был аккуратно встроен в узкую панель. Ну и, конечно, без гигантского планшета мультимедийной системы сегодня никуда. Он здесь тоже на месте, как главный центр управления всем и сразу. И в целом создается ощущение, что из эффектного концепта сделали более практичную, приземленную версию, но с попыткой сохранить современный стиль и технологичность. Пока что по ценам полная тишина. Даже ориентировочных цифр нет. Но это, честно говоря, уже не удивляет. Больше деталей о Geely Galaxy Battleship 700 появится совсем скоро, и, судя по всему, ждать осталось недолго. На домашнем рынке этот брутальный внедорожник планируют вывести в продажу уже в этом году. И знаете, если отбросить скепсис, это машина, которая будто специально создана, чтобы вы каждый раз подходили к ней и думали: да, вот это уже уровень. Она не пытается быть скромной, не прячется за компромиссами, наоборот, она их игнорирует. И если все, что заявлено в характеристиках, подтвердится в реальной жизни, у нас появляется очень опасный игрок для старых королей бездорожья. Потому что когда появляется техника, которая сочетает мощь, комфорт, технологичность и при этом выглядит так, будто готова уехать куда угодно, правила игры начинают меняться. Но главный вопрос, как всегда, один. Сможет ли Geely удержать баланс между амбициями и реальной надежностью? И не уйдет ли все это в красивую, но сырую историю? Потому что рынок таких машин не про красивые презентации. Он про выносливость, про реальные километры, про зиму, грязь, трассу и городские будни. И если новенький 700 это выдержит, тогда да, мы реально можем стать свидетелями того, как на сцену выходит новый босс класса. Не на словах, а по факту. А как вам такой подход от Geely? Это уже уровень, который заставляет пересмотреть привычные бренды, или пока все выглядит как громкая заявка с запасом на доработку? Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.